Новый день, новые игрушки. Нью той. Сегодня у нас на распаковке паровинка от Ромы Любимцева Эльф 3.4. Слушай, ну это БРМ по Аэро. Как правильно заметил Влад Косичка, который находится за кадром, относительно удлинения очень похоже на БРМ. Но у него и купол сам красивее. На планке два передних ряда. У него 4 ряда вместо 3. Стандартных у него передних 2. Ну, как бы первый, второй есть. Да, и видишь, их тоже легко обхватить. Да. Вот я их обхватываю, сразу два, и складываю. Вот. И тогда получается... Удобность заключается в том, что мне проще схватить лепестки. Очень быстро получается. Вот. Все, я поехал. Перезапуск. Твою ж мать, а? До чего дошел прогресс? Так, сложили, схватили, Завернули. завернули. Ну теперь на чистоту, да, делаем? Все. Чисто. Проверили, что включился. Идем на воду. Сегодня дуло уверенно 20 узлов, поэтому мы сразу отправились на Манаву. А спирт у него сегодня, по-моему, самый лучший, который, возможно, был для этого времени. Так круто, он еще не поднимался. Действительно, очень просто было подняться вверх по ветру, и как только я оказался сверху Манавы, я тут же сложил купол, и вот вы видите мой реально первый проезд по Манаве. Чуть дольше времени у меня заняла упаковка купола, чем, например, я делаю это на Виндмастере, в силу того, что это все-таки для меня новый купол, и мне показалось, что у него передняя кромка, вот эти вот пластиковые штырьки, они что ли потолще, ну как-то вот ощущалась пачечка, упакованная у меня в руках, чуть толще, чем я привык, чуть толще, чем на Виндмастере. Ну а в целом все то же самое, то есть когда ты все сложил, вот у меня тут болтается вот этот хвост кометы, ну это вообще никак не напрягает, чтобы просто кататься по волне. Изначально паровинг был предназначен для того, чтобы кататься вниз по ветру, но я для себя сразу же определил возможность и необходимость использовать его на волне, потому что для меня Манава это домашний спот, я чувствую себя здесь очень уверенно, могу заходить ближе в карман, и так как последние 5 месяцев я только и занимаюсь, что катаюсь здесь на паровинге, то для меня это все уже достаточно просто. То есть мне нужно было разобраться только со складыванием и перезапуском, ну и вот я здесь это уже научился делать и делаю даже перезапуск уже с одной руки. Два левый, два правый. Работает, прикинь. Офигенный. Хорошая вещь, вообще, по-моему, лучшая. Да. Из того, что было лучшая вещь. Очень чумово смотрится. Крутись. Способность идти против ветра у этого паровинга очень хорошая. А что вы скажете про винды? Как он вырезается, а? И хоть внешне этот паровинг чем-то напоминает БРМ, но он сильно от него отличается способностью идти против ветра. Я, честно сказать, даже был прям поражен. Ну, не только я, даже вот оператор Влад Косичка, который снимает меня на своем кайтфойле, то есть вот он сейчас едет за мной, тоже был поражен насчет того, как круто я мог идти против ветра. В какой-то момент он даже просто перестал меня догонять и начал чуть сливаться. Ему не догоняю. И при этом, обратите внимание, я еду на руках, то есть у меня даже трапеции нету. Я думаю, что с трапецией уж вообще можно против ветра ездить на этом паровинге. Ну, в заключение скажу, что реально паровинг Эльф в размере 3.4 мне очень понравился. Он стабильный, он контролируемый, у него все очень четко работает, он складывается, пусть не так ловко и хорошо, как это я делаю с Виндмастером, но, возможно, здесь у меня есть уже прикатанность, потому что на Виндмастере я довольно давно катаюсь. Но я четко могу сказать, что Эльф это паровинг.